Добрый день, друзья! Сегодня будем готовить два летних блюда. Жареные баклажаны в соусе и салат с помидорами. А помидоры у нас вот такие. Нам привезли семья одесского Липована, Сережа с Катей. За что спасибо им большое. Мы сегодня попробуем салат с таких помидор. А для жареных баклажанов нам понадобятся баклажаны. Для соуса помидоры, перец. Подробный рецепт я напишу в описании под видео. Для начала мы подготовим баклажаны для того, чтобы они настоялись. Где-то 30-40 минут мы настаиваем. Очищаем плодоножку, чистим шкурку. Можно полосками, мне нравится полосками, а можно и всю шкурку снимать. С полосками, мне кажется, красивее вот так, раз через раз. Мы вот так чистим. Я сейчас покажу на одном баклажане пример, как мы будем резать. Вот так. Теперь мы берем острый нож и режем на такие полосочки. Не сильно тонкие и не сильно толстые. Но вот такие вот приблизительно вот. Кладем в миску. И каждый слой мы вот так присаливаем крупной солью. Можно крупной, можно мелкой. Я беру вот так. Для того, чтобы при жарке баклажаны не брызгались и выделили свою горечь. И вот так каждый слой мы присаливаем. Сейчас я буду заниматься тем, что буду чистить баклажаны. Пока настаиваются у нас баклажаны, вот так мы их подготовили. Где-то 30-40 минут до часу они могут так оставаться. Мы подготовим, почистим лук и будем готовить салат с помидорами. Для этого нам понадобится красный лук. Я вот сейчас буду чистить. Лук мы режем полукольцами. Тоненько-тоненько. Насколько возможно. Вот так. Так весь лук будем резать. Угу. Все, теперь кладем в салатницу лук и будем готовить соус для того, чтобы полить сначала лук. У нас есть вот такое домашнее ароматное масло. Оно очень пахучее, подсолнечное. Я буду использовать сегодня это масло, а также можно и оливковое, любое масло, которое вы любите использовать для салатов. Где-то 4-5 ложек масла, 2 столовые ложки яблочного уксуса, соль используем по вкусу. Я кладу 1 чайную ложку. И немножко кладем, буквально пол чайной ложки меда. Салат с медом очень вкусно получается. Кто-то кладет, кто-то не кладет чеснок. Сегодня мы будем класть.
А мед мы привезли из Армении, он очень ароматный и вкусный. Сейчас мы измельчаем чеснок такими маленькими квадратиками. Угу. Можно использовать чеснокодавку, но так чеснок будет выделять много сока. Лучше ножом измельчать. Добавляем в наш соус. И поливаем лук. Пока мы будем резать помидоры, лук хорошо промаринуется. Вот так. Угу. Поливаем и перемешиваем. Так лук он намного вкуснее получается, намного полезнее. Аромат масла непередаваемый, очень вкусный, приятный. Советую использовать именно жареных семечек. А сейчас мы будем резать помидоры. Посмотрите, какие помидоры. Катя очень хвалила, говорила, что помидоры как мед. Домашние, посмотрите, такой необычный сорт. И помидоры, мы, так как они такие крупные, мы режем на 4 части, очищаем вот эту плодоножку и будем резать тоже полукольцами, как лук. Так в салате будет гармонично смотреться. Еще вот эту часть уберем. Вот такими тоненькими кусочками. Вот так. Ароматные. Сегодня у нас все ароматное. Вот такая красота. Сейчас мы добавим к луку. И нам обязательно надо будет использовать фиолетовый базилик. Фиолетовый базилик с помидорами – это лучшее сочетание. Мы добавим к луку. В конце уже будем перемешивать. Вот так. Как уже красиво смотрится лук, помидоры, зелень. Очень красиво, полезно и по-летнему. Старайтесь помидоры резать не толсто, чтобы они вместе с луком гармонично смотрелись. Вот так. Одна большая помидора и уже целый салат получился. Сейчас будем резать зелень. Кроме фиолетового базилика, мне очень нравится кинза в этом салате. Используем вот такой базилик. Нам вот эти грубые части не нужны. Мы берем только листики. И мелко будем измельчать. Вот так. И, конечно же, кинза. Пока лето, сезон, зелень ароматная, вкусная, нужно использовать как можно больше зелени. Измельчаем вместе с базиликом, реганом. Мелко-мелко. Насколько мелко возможно, чтобы они все свои соки, ароматы отдавали луку с помидорами.
Добавляем зелень к нашему салату. Вот так. И перемешиваем. Как это красиво смотрится. Как это ароматно. Этот салат должен настояться минуты 15-20. Как раз все ароматы, соки пропитаются, и будет очень вкусно. Видите, сколько сока выделили баклажаны? Но еще недостаточно. Мы немного подождем, а за это время займемся овощами. Для начала берем помидоры и вот так ставим крест-накрест вот так и заливаем кипятком, чтобы нам легче было очистить от шкурки. Это мы готовим для соуса к баклажанам. Закрываем крышкой и займемся другими овощами. Для начала будем чистить лук. Я беру красный лук, а также можно использовать любой другой, белый, репчатый. Какой лук вы предпочитаете использовать, такой можно сделать соус. Нам для соуса понадобится лук, болгарский перец и помидоры. И специи по вкусу. Лук мы режем полукольцами. Или даже лук у меня крупный, четверть кольцами. Вот такими, не сильно тонко, средними кусочками. Очищаем и режем болгарский перец. Можно использовать два цвета, а можно просто красный. Но мне кажется, когда два цвета, оранжевый и красный, это будет и красиво, и очень вкусно. Вот так очищаем на 4 части и режем полосочками. Вот такие полоски. И точно так же мы будем резать красный лук, красный перец. Измельчаем мелко чеснок. Итак, весь чеснок мы измельчим. Баклажаны очень любят чеснок. И они, получается, раскрывают свой аромат совсем по-другому. Поэтому чеснок мы кладем по вкусу. А если кто-то не любит, то можно вообще не использовать чеснок. Я стараюсь резать ножом, так как мне вкус чеснока больше нравится, когда он порезанный ножом. Он тогда отдает свой вкус по-другому. А когда мы через пресс выдавливаем, тогда очень много сока выходит. Так, измельчаем. И будем резать зелень. Я сегодня буду использовать кинзу и фиолетовый базилик. А также можно использовать, опять же, по вашему вкусу. Укроп, кинзу, какую зелень вы любите. Режем зелень. Вот так
Не сильно крупно, не сильно мелко. И мы берем чеснок наш и соединяем с зеленью. Вот так вот мешаем. Это мы будем в конце посыпать наши жареные баклажаны в соусе. Сейчас мы будем готовить наш соус. Разогрели немного сковородку, наливаем масло подсолнечное и будем жарить поэтапно. Сначала лук. Вот, думаю, столько достаточно. Добавляем лук. Она немного поджарится, и потом уже добавим болгарский перец и помидоры. За это время мы почистим помидоры. Смотрите, как легко у нас очищаются помидоры после того, как мы залили горячей водой. Очищаем и будем резать на кусочки. Вот так. Сначала можно делать на доске, можно делать вот так вот, как я. Я всегда так делаю. Плодоножку очистим. И на такие вот кусочки. На 3 части. Теперь добавляем наш болгарский перец. Пусть немного тоже протушится. Вот так вот. Вот так уже перец смягчился немного. И мы добавляем вот такие специи. У меня тут сушеный красный острый перец. Мы сейчас добавим. Он даст сок, а потом мы достанем. Красный молотый перец сладкий, молотый кориандр и сушеный реган, базилик. Сушеный базилик мы вот так вот делаем. Он придаст особый такой аромат. Уже это все так ароматно. Добавим сюда наши специи. Перемешиваем. И вот эти вот наши помидоры, которые мы очищали. Присаливаем. И немного сахара добавим, потому что помидоры дадут свою кислинку. Сейчас уже будут все овощи тушиться. Соль по своему вкусу добавляем. Так вот. Вот я 1 чайную ложку добавила. И немного сахара. Перемешиваем и даем всем овощам соединиться между собой, протушиться. Такой ароматный соус получился. Запах на весь дом. Все, оставляем, пусть протушивается. Смотрите, я сюда воду не добавляла, и сколько сока выделили наши баклажаны. Это выходит вся горечь. Сейчас мы будем уже их жарить, но для начала мы должны их хорошенько обсушить. Берем бумажное полотенце и каждую штучку, видите, какие они уже мягкие у нас. Вот так перекладываем на бумажное полотенце.
просушиваем. Вот первый слой выложили. И вот так вот это получается, мы делаем так, чтобы баклажаны не впитывали много масла и не стреляли, знаете, вот когда жарят и все брызгается. Наливаем масло. Масло не жалеем, масло наливаем столько, чтобы баклажаны в них плавали. Тогда они не будут много впитывать в себя масло. И еще мы должны хорошо, очень хорошо прогреть нашу сковородку. Сейчас я покажу, как мы будем проверять. Наливаем достаточное количество масла. Но я думаю, что столько хватит. И ждем, пока хорошенько нагреется сковородка. Как мы проверяем, когда масло готово к обжарке? Вот так вот отпускаем. Идет такое шипение, значит, уже можно жарить баклажаны. Если мы недостаточно хорошо прогреем масло, значит, баклажаны при жарке будут в себя вбирать много масла. Видите, как они уже начинают жариться? Вот. И не брызгает ничего. Можно тоже сюда. Вот так подготавливаем, пока те баклажаны жарятся. Эти мы тоже подготовим, пусть обсушиваются так хорошенько. Видите, сколько жидкости у нас образовалось из соли и баклажанов. Все. Уже можно их переворачивать. О. Друзья, можно эти баклажаны и жарить, и запекать в духовке. Но жареные баклажаны особенный вкус, особенный аромат. Они такие аппетитные. Вот так вот мы переворачиваем. Вот. Такие они золотистые у нас. Вот так. И рядышком у нас доготавливается уже наш соус тоже. Угу, вот так. Блюдо, куда мы будем снимать наши баклажаны, мы тоже постелили бумажным полотенцем. И вот так вот готовые уже жареные баклажаны перекладываем на полотенце бумажное. Вот так. Теперь собираем наше блюдо. На дно формы посыпаем немного зелени. Выкладываем наши баклажаны. Вот так, слой-слой. Первый слой у нас будет баклажаны. Видите, они не жирные, ни капли жира нету на них. Вот, красивые. Я каждый слой ставила бумажное полотенце. Вот так. Первый слой мы наложили баклажаны. А поверх них будем обильно поливать нашим ароматным соусом. Вот так. Это
самое вкусное сочетание баклажанов, соуса и свежей зелени. И сверху поливаем немного зеленью с чесноком. Вот так. И опять второй слой баклажаны. Вот так. И так чередуем. Угу. Вот так. Порежем эти помидоры, просто тоже покушаем. Смотрите, какая красота. Сейчас попробуем. Они тонкошкурые, ароматные очень. Так. Хочу попробовать. Очень вкусно. Сережа с Катей, спасибо вам большое. Действительно, как мед. Очень вкусно. Вот и готовы наши блюда. Жареные баклажаны с соусом, ароматный салат из помидор и лука. Сейчас мы попробуем. Вот так выглядит баклажан с соусом. Этот салат подойдет как к мясу, так и к любому гарниру. Он очень ароматный, очень вкусный получился. Сейчас я попробую с лавашом. Я очень люблю такие овощные блюда с лавашом кушать. Вот так. Зелень немножко. Очень вкусно. Салат очень ароматный. Друзья, пробуйте по такому рецепту, он очень вкусный, очень простой. Я думаю, что вам понравится. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!